Встречайте, первое лихое оживление мертвеца на нашем канале. В общем, угораздило нас купить затоталенную BMW. Куча сложностей и неудач, которые растянулись на 4 месяца. Но в итоге машина ожила и стала похожа на машину. А вообще, это новый донор, на котором и будет стоять кузов Волгати. Приятного просмотра. Итак, после того, как мы поняли, что нам необходим новый донор, мы долго искали подходящий вариант. И спустя пару месяцев всплыло это объявление. BMW E63 с мотором 4,4 литра. На момент покупки по состоянию машины не было понятно ничего. Было лишь понятно то, что цена ниже рынка в 5 раз. Поэтому мы бегло осмотрели ее и решили брать. Накинули капот, если его можно так назвать, и забрали кучу бывших запчастей. Да, очевидно, что это хлам. Но те, кто занимался таким ремонтом, знают, что зачастую найти какие-то мелочи и крепеж очень трудно. И что-то из этого металлолома может пригодиться. А выкинуть его мы всегда успеем. В итоге мы закинули машину на подкат и отправились домой за 200 километров. Судя по пейзажам, становится понятно, что это было давно, примерно в начале лета. Трава тогда была зеленее и можно было снимать с коптера. Эх, были времена. Те, кто следит за проектом, знает, что изначально в качестве донора мы выбрали Ford Probu. Думаю, у многих возникнет вопрос, почему бы сразу не использовать нормальный донор, ведь сейчас придется все переделывать. Да, конечно, правильно было бы сразу купить крутую подходящую машину в хорошем состоянии, если бы мы жили в идеальном мире. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем, и я привык действовать здесь и сейчас, а не ждать идеальных условий, которые, как правило, никогда не наступают. Но об этом немного позже. Тем временем, спустя 4 часа, мы благополучно добрались до мастерской и аккуратно выгружаем машину. Николя, как ваше впечатление от поездки? Тачка классная. Клеммы накинуть можно заводить? Клеммы накидываем и едем в город кататься. С обзором, правда, проблемы будут. Какое-то пятно на лобовом. Короче, панихида наша в здании. Сняли колеса, завезли на шиномонтаж. Выглядит, конечно, это все максимально страшно. Просто шов на пол колеса, если не на все. Маленькие всякие шовчики. Заварено, конечно, волшебно, но выглядит страшновато. Ну, пока машина будет кататься на этих колесах по гаражу, диски будут явно другие. Поремонтировали резину, одели обули. Все, чтобы машина стояла на колесах, чтобы смогла передвигаться, кататься. Так, ребятишки, будем закатывать, цеплять тросами ее к белке и будем закатывать. В итоге, спустя пару дней машина стоит на накачанных колесах, все максимально заряжены и рвутся в бой, еще не догадываясь, во что мы ввязались и сколько сил, времени и денег уйдет на это восстановление. Загнали машину, выставляем ее сейчас на стойки, поднимаем высоко, чтобы спокойно, удобно разбирать. Снимаем мотор, снимаем капот, накладки, не накладки, чтобы все можно было отдефектовать. И уже заменить то, что у нас прям совсем мертвое, чтобы поставить машину на ход перед регистрацией. Мы сейчас будем разбирать все это безобразие, убирать все, что нам мешает. Мотор как бы уже откручен тем, что у него просто лапа отломана от мотора. Полностью она болтается. Открутили лапу по-быстрому. Повреждение лонжерона. Тут можно вот цепи проверить натяжение. Удобно очень сделано. АБС обслужить блок. Как бы вот такие вот повреждения у нас достаточно фатальные. Сейчас мы будем это все доставать, дефектовать и принимать какое-то решение. Собственно, этим и занялись. В первую очередь необходимо освободить все подкапотное пространство и решить вопрос с кузовом. Только тогда станет понятно, стоит ли вообще заниматься двигателем и всем остальным, либо отправить машину на металлолом, поскольку тут не все так просто. Все подкапотное пространство, включая силовую конструкцию, сделано из алюминия, а это не самый простой материал для ремонта. Мы часто создаем нечто уникальное и интересное и рассказываем вам об этом. Но многое остается за кадром. Мы покупаем профессиональное оборудование и качественные материалы. Ведь для отличного контента все должно быть на высоком уровне. Как, например, услуги надежного банка, которым я пользуюсь лично уже давно. И это Тинькофф. Этот банк известен по всей стране. Ведь он работает на рынке финансовых услуг уже более 16 лет. За это время он собрал вокруг себя миллионы держателей карт, в том числе дебиторов
дебетовой карты Тинькофф Black. А все дело в том, что она дает просто огромное количество плюсов. Оформить карту – дело буквально 10 минут. И не нужно стоять в долгих очередях. Карту привезут куда вам удобно. И это совершенно бесплатно. А еще к ней полагается отличный карт-холдер в подарок. Вы можете всего в пару кликов переводить деньги в другие банки без комиссии с помощью СБП. Наличные можно снять с банкомата любого банка, причем без комиссии. А еще без комиссии оплата ЖКУ и других услуг. Нам это точно помогает на канале. Ведь можно без переплат оплатить детсад, связь или учебу детей. К тому же вы всегда можете открыть совместный счет для близких. С ним планировать семейный бюджет становится куда проще. Как видите, плюсов очень много, а карта одна. Так что самое время переходить по ссылке в описании и оформлять карту Тинькофф Black от надежного банка и пользоваться ее преимуществами прямо сейчас. К тому времени ребята демонтировали мотор, хотя, говоря по правде, он особо и не был вмонтирован. Большинство крепежа разлетелось в щепки после удара. Сняли мотор, дефектуем его, смотрим попутно, что у нас сломано. Всякие мелочи вроде фишек нас как бы не сильно интересуют. Но так как удар был в эту сторону, с этой стороны самые большие повреждения. Крышка ГРМ, передняя крышка мотора. Когда это снимем, поймем, уцелела ли головка. Лапа оторванная, ну это мы и раньше видели. Вот, замят коллектор выпускной, как бы защиты, провода. Лапа оторвана прям с мясом от блока. С другой стороны у нас генератор отсутствует, прям его кусок его отломало, какие-то пластмасски. Все в масле, все в антифризе, непонятно, это писался мотор или это после аварии была такая штука. Вот. Повреждена еще коробка, задняя лапа коробки оторвана. Ну а дальнейшее будем уже разбираться и смотреть, что у нас сломано. В первую очередь необходимо оценить повреждения кузова, поэтому откатываем мотор в сторону, разбираем подкапотку и дальше по цепочке. Снимаем выхлопную систему, крылья, накладки на пороге, в общем все, что мешает добраться до голого кузова. К сожалению, салон тоже придется разобрать полностью, поскольку нам нужен доступ к моторному щиту с двух сторон. На самом деле это не заняло много времени, на все про все ушел день, но, как показывает практика, на разборку много времени и ума не надо, а вот собрать этот конструктор обратно, да еще по прошествию пары месяцев, вот это и есть основная сложность, с которой справляется не каждый. На этом этапе и заканчиваются многие проекты, а потом появляются на досках объявлений с текстом «Все готово, осталось только собрать». Надеюсь, это не наш случай. Настала очередь знакомиться с самым интересным, с внутренними скрытыми повреждениями. Самое очевидное, то что, скорее всего, все ожидали. Вот это наша самая большая складка в зоне деформации заводской. Здесь у BMW заводская зона деформации. При аварии она гасит энергию удара. И здесь она у нас тоже смята. Здесь складки, здесь складка, здесь складка. Вот здесь у нас складки есть. Но на самом деле это ничего, хорошего там мало, но криминального там нет ничего, потому что приезжал человек, который работает на стапеле, и сказал, что это все сможет исправить при наличии четверти. И он сможет все это вытянуть, потянуть, исправить, вернуть, привести это все к заводской геометрии. Для того, чтобы отдать машину на кузовной стапель, необходимо раздобыть четверть. По счастливому стечению обстоятельств, буквально на соседней улице на авторазборке стоял такой же кузов. К нему мы и приехали, прихватив сабельную пилу и болгарку. Пилить решили с хорошим запасом, поскольку на стоимость это никак не влияет, а на данный момент непонятно, что именно понадобится мастеру. Спустя час имеем вот такую детальку, которую закидываем в прицеп и отправляемся на базу. А, нет, стоп. Напоследок Коля решил еще прихватить кусочек левого лонжерона, поскольку у продавца не нашлось сдачи. Теперь лишь осталось дождаться своей очереди на стапель, которая в итоге затянулась чуть больше месяца. Но нам было чем заняться в это время, а конкретно двигателем. А тут, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Конечно, уже изначально при первичном осмотре было понятно, что заниматься таким восстановлением нецелесообразно и невыгодно. Намного проще купить машину на ходу. Да, все так, и мы это понимали. Но тут надо учитывать еще несколько вводных. Во-первых, бюджет не позволяет нам вкинуть 1,5 миллиона рублей или 15 тысяч долларов на донор. На донор в достойном состоянии. Во-вторых, идеальное состояние нам и не нужно, поскольку после того, как мы поставим машину на учет, большинство деталей нам не понадобится. Машину мы снова начнем резать по кускам. И тут мы сами выбираем, во что вкладывать деньги и восстанавливать хорошо, а что делать исключительно для галочки. Ну и в-третьих, то, что простому человеку плохо, блогеру контент, который мы и снимаем для вас. Чем дальше идет разбор,
тем больше нас ожидает сюрпризов по пути. Мало того, что у нас поврежден ванос, но это мы видели прямо, когда покупали. Ну, там была отломана крышка, клапанная крышка, вот этот вот скол мы видели, ну, под замену. На этом ваносе скол, непонятно, он на что-то повлияет, не повлияет, но он тоже не сильно приятно. Сняли головку блока, чтобы отремонтировать вот этот вот слом. У нас есть недостающие куски, мы думали, мы их приварим, отвезем на шлифовку, ну и будет вполне себе хорошая голова, тем более, что внутри она очень целая. На распредвалах нету выработки, она прям очень хорошая, но при разборе увидели вот такой вот косяк, отломанные канавки, не канавки, не знаю, как это называется правильно, трещина на распредвалу. Это за собой повлекло повреждение бугеля. Совокупность этих факторов, скорее всего, приведет нас к полной замене головки блока на другую. Так, по мотору. По мотору все печально, восстанавливать его особо не рентабельно и нет смысла в этом. Потому что это варить блок, варить лапы, менять прокладки. Прям и дорого, и некачественно. Нам надо искать либо голый блок и перекидывать все потроха в наш блок, либо искать столб голый без навески. Так а что тут думать? Вон, у Лысого стопудово есть наш мотор. Пиши ему. Напишу. Ну что, я написал, посмотрим, ответит, не ответит. Да, он не ответит. Это вообще не он там. Думаете, это все не взаправду? В интернетах не врут. В своем опыте 17 лет на ютубе говорю. На ютубе никогда не врут, поэтому челу можно смело доверять. Я знаю только одного толкового лысого с телека, и это не этот лысый. Не с этого телека. Да не с этого телека. Ну, поэтому телеку такого не показывают. Doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut. Не, ну по факту, ну вот закажем мотор, а ну вести его кто будет? Дрон на белке опять поедет? Я на белке никуда не поеду, хватит. Ребята, Наездился. давайте. За мостами в мосты. Итак, прямое включение, дрон на спецзадании. Давайте будем откровенными, Андрюха. Белка она до Минска-то и не доедет. О, я понимаю. Это, мне кажется, вызов, блядь. Александр, это... На то и расчет, вызов, чтобы его проверить. Мне в багажник не влезет V8. Зато хоть когда-нибудь поездишь на V8 в кузове. Не, ну если, грубо говоря, на сайте ты ему пишешь, Я ему прям написал, ему. я написал заявку. Пускай сам увезет. Заявка, да. Прикинь, реально, лысый приезжает такой, вот вам мотор. Потому что ваша белка точно не доедет. Честно, на чем он ездит? Лысый? Наконец. Не, лысый. Как в рекламе этого. Не, если лысый, по-любому на Dodge Challenger. Харе здесь! Я вам мотор привез. Че, уже? Не уже, а еще в «АвтоСтронге» есть целых 700 тысяч БУ очень качественных запчастей, новые запчасти, их море, и технические жидкости, а также аксессуары. Мы находимся в городе Минске, а наши партнеры есть в Москве, Питере, Симферополе и Смоленске. Ссылочки и подробности я оставил у вас в описании. В итоге, пока мы думали, что же делать с двигателем, сам Лысый из «АвтоСтронг» привез нам мотор, который был снят с живой машины из Англии. И как раз к этому времени подошла наша очередь на стапель. Саня, кто это был? Перед тем, как вести машину к кузовщику, ее надо поставить на условный ход, то есть на все 4 колеса. Помыли, очистили подрамник и следом рулевую рейку. Мы прикрутили подрамник к лонжерону целому, поставили рейку, чтобы машина была на колесах, было проще его на эвакуатор грузить. А с этой стороны, конечно, у нас чуть-чуть не попали болты, минимально. Лонжерон слегка в другой плоскости. И все, она на колесах.
Движимая, катаемая, с рулевым. Чуть-чуть пыльная, это мы сейчас ее выгоним на улицу и уже на улице обдуем. Будет красиво. Ну, с этой стороны вообще красивая тачка. Если не знать некоторых нюансов, то весьма себе неплохой автомобиль. В итоге мы выгнали машину на улицу, обеспылили, затянули на эвакуатор, сделали одноразовый замок багажника и отправили к кузовщику. Так, очередное включение, прошла неделька, отзвонил человек, BMW готова, выезжаю, еду, вызвал эвакуатор, едем ее забирать. Человек не сильно хочет, чтобы мы там снимали, ему там это не особо нравится, поэтому снимать там я не буду. Потом уже приедем на базу, покажу результат, что там нам сделали, что осталось сделать. В итоге, уже через неделю мы имеем восстановленный кузов и правильную геометрию. На самом деле, мастер справился отлично и оперативно. Спасибо ему за это. Контакты, к сожалению, оставить не могу, поскольку он не особо нуждается в рекламе и медийности. Он загружен работой на пару месяцев вперед. А учитывая тот факт, что каждый день к нам из Америки пригоняют новые партии битых тесел, у которых, кстати, подкапотка также сделана из алюминия, очередь на ремонт только увеличивается. Вернулась BMW, подсобрана, с ноздрями даже. Хлюпают. Вот, ее нам поменяли. Здесь кусок лонжерона. Здесь вот поменяли целый лонжерон, ну почти весь лонжерон. Здесь осталось все неразъемное, где стакан. Вопросов по постановке на учет быть не должно. Что-то еще выпрямили. Здесь вытянули этот нос. Тут надо подварить еще. Тут заварено, но не до конца. Еще будет, приедет сварщик, будет нам это все доваривать. Здесь ушли вмятины, все загибы, все ушло. В салоне распрямился тоннель. Пожеванный, конечно, но ровный. Здесь ушли складки почти все выпрямилось теперь по-человечески. Вот, на все это у нас ушло с ожиданием, со всеми этими штуками ушло порядка месяца, даже, наверное, больше. С того момента, как мы ее разобрали и подготовили под кузовные, все, уже даже похоже на машину. Сейчас нам предстоит вот это все, вот это вот безобразие, все, вот это безобразие, все, установить обратно. Как мы это будем делать, как мы это будем собирать, я даже себе не представляю. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Но перед тем, как все собрать, машину надо разобрать еще сильнее. Первым делом скинули подвеску и пригласили сварщика по алюминию. Да, конечно, этим по-правильному должен заниматься сам кузовщик и отдать машину уже с проваренными швами и точками. Но тогда очередь затянулась бы еще на месяц в лучшем случае. Поэтому мы попросили вписать нас в минимальное окно при условии, что дальнейшую работу по сварке и сборке мы возьмем на себя. С этим нам здорово помог Саша Иванов. Он занимается сваркой алюминия и нержавейки. Отличный мастер, смело рекомендуем. Контакты оставлю в описании. После того, как со сваркой покончено, остался финальный штрих – покраска моторного отсека. Первым делом все хорошенько вымываем, сушим, обезжириваем и красим в черный цвет. Ну а теперь можно и передохнуть. Я тут один алмаз как раз откопал. Сейчас вам про него расскажу. Point Blank – олдовый шутер с широким выбором оружия и режимов. Быстрые сессии и создание игровых комнат. Режим с динозаврами. Да-да, даже такое. Сам игровой процесс очень динамичный и разнообразный, благодаря постоянным обновлениям. Также Point Blank – отличное начало залететь в киберспортивные турниры, если вы достаточно скилловый. Порог вхождения тут гораздо ниже, чем у конкурентов, так что добиться высот сможет любой. Главное — занимать хорошие места в Лиге Героев. Нельзя не сказать и про обновления. Недавно добавили еще и кейс с новой коллекцией «Убийца монстров». Обязательно зацените. Ссылка на Point Blank будет в описании. И вместе с тем у ПБ для новичков есть подарки. Только по моей ссылке дополнительно получите в инвентаре набор из 9 предметов, один из которых проверенный временем AUG-3. Но пока вы скачиваете Point Blank и готовитесь к хедшотам, мы продолжаем. Так, вот такой законченный вид имеет подкапотка. Дрюня все подготовил, покрасил, где надо нанес герметики. Все сделано, выкрашено в один цвет, выглядит новая машина, новая тачка, brand new, новая машина. Швы переварил нам Саня, усилил, сделал их шире, чтобы в будущем у нас не было к этому никаких вопросов, мы не возвращались, чтобы алюминий нигде рядышком не лопал.
Мы их оставили, не спиливали для того, чтобы не прослабить место это напряженное. Да, вот. Поэтому у нас с этой стороны, с этой такие аккуратные ровные швы. Думаю, вопросов у ГАИ не должно возникнуть, потому что стакан с номером, с вином остался неразъемным. То есть его ремонтировали, меняли вот этот кусок лонжерона, этот хвостик вытягивали. Здесь вот чуть-чуть только порвали, точка сварки. Но стакан, в общем, остался неразъемным. То есть заводские точки не отделялись здесь. Этот лонжерон кусок мы не трогали. Здесь мы тоже ничего не трогали, не отсоединяли. Здесь заводские точки. То есть при регистрации у нас вопросов возникнуть не должно. Как оно будет на самом деле, ну, узнаем только на регистрации. Ну и так как у нас уже все открашено, будем вкатывать подвеску полностью опять. Надеюсь, последний раз, потому что уже сколько раз мы ее ставили, снимали. Подбирать болты, потому что все болты, которые нам отдали, были в состоянии примерно... Вот я вам сейчас покажу, найду. Вот тут примерно в таком вот состоянии болты. Все кривые, все без резьб. Поэтому сейчас будет подбор крепежа и установка обратно всего подрамника, всей подвески. Как Коля сказал, так в итоге и сделали. Докупили необходимых болтов, вкинули подрамник с подвеской, вроде как уже в последний раз, и принялись собирать салон. А вот салон разбирается и собирается точно не в последний раз. На данный момент нам необходимо привести машину в надлежащий вид, после чего отогнать в ГАИ и поставить на учет. После этого мы снова разберем как минимум салон, для того чтобы подогнать верхнюю часть от Bugatti. Уже сейчас понятно, что мы точно будем резать крышу и скорее всего стойки, но об этом в следующей серии. Так как мотор мы заказывали голым столбом, то нам сейчас приходится его компоновать и укомплектовывать нашими запчастями. Что-то мы снимаем с нашего старого мотора, то что хорошее, что-то придется докупить, прокладки, какие-то сальники, какие-то мелочи. Навесили уже маховик чуть-чуть, смотрим какие шланги, патрубки, мелочи, проводочки, датчики, всякие штуки. Составляем список, сейчас закажем, параллельно отмываем все старые запчасти, заказали, лапы уже приехали. Ролик натяжной, это со старого мотора, тоже видно был мененный когда-то. Помпа, генератор, всякие мелочи, чтобы его уже собрать и ставить в машину. Параллельно здесь, пока все будет ехать, надо убрать вот такой вот дефект. Это при аварии правый коллектор, ну прям порядком пострадал. Сейчас попробую его достать отсюда, эту вмятину, не разрезая, обратным молотком отстучать. К этому моменту мы финально отдефектовали все навесное оборудование нашего старого мотора и начали составлять новый список. Говоря по правде, от старого мотора не осталось практически ничего живого. В итоге мы не успели еще до конца составить список, а Лысый опять вломился в нашу мастерскую. На самом деле, конечно, мы были рады его видеть, поскольку давно следим за ним на ютубе. На канале автостронг он разбирает моторы, коробки и рассказывает все об бэушных запчастях. Делает много полезного и уникального контента. Ссылку оставлю в описании. Это оригинальный бэушный. Нет, оригинальный бэушный пенопласт? Да. Харе пи***ть, я вам запчасти привез. Че, уже? Не уже, а еще в автостронге есть не только двигатели, КПП автоматические, механические, но и навесное оборудование и вообще любые детали. В частности, турбины, стартеры, генераторы, насосы ГУРа и много всякой мелочевки. А еще есть новые запчасти и технические жидкости. Ну вы поняли, ссылочки я оставил у вас в описании. Приехали к нам все недостающие запчасти для мотора, прокладки, герметик, всякие там резиночки, колечки, все, что уплотнение мотора все приехали. Первым делом меняем поддон, потому что на этом моторе, который нам ребята предоставили, стоит поддон от англичанки, и у него стартер на другую сторону. Ставим сюда поддон от нашего мотора, и все остальное тоже. Впуск, стартер, генератор, все ставим. Все, я машину, коробка, маховик, и все залетает в машину, собираем, завозим, едем. 5 минут. Собственно, как Коля сказал, так Саша и сделал. Все разобрали, хорошенько почистили и собрали с новыми прокладками. Так, собрали все, что касалось низа мотора, поддон, фильтр, второй поддон, все собрали на прокладке, все обжали нужным моментом динамометрическим ключом. Поставили мотор на стол, собираем сейчас, ставим маховик и накидываем всю навеску. Попутно что-то забудем, что-то соберем, разберем
будем разбираться по месту. Чистим, моем, обезжириваем, герметик, прокладки, резинки, кольчики, вкладышки. Все собираем. Я думаю, что с первого раза у нас маловероятно что-то получится, что-то придется разобрать, заново собрать, но думаю, к успеху мы придем. Следующим этапом надо соединить коробку с новым двигателем, а это значит, что необходимо отсоединить ее от старого мотора. Сняли и тут же для красоты и удобства работы хорошенько вымыли. В итоге у нас есть все необходимые детали. Теперь осталось лишь правильно собрать этот пазл. А пока ребята этим занимаются, расскажу еще немного про логику происходящего и замену донора. Изначально проект Волгати — это первый проект на нашем канале. На канале, который специализировался на столярном деле и эпоксидке. Конечно, я понимал, что это рисковое дело, и далеко не факт, что формат зайдет. Но попробовать очень хотелось. Именно поэтому мы запустили проект на полном энтузиазме с минимальными вложениями. И строить было решено по фану на базе Ford Probo. Это был единственный подходящий вариант, на который нам хватило денег. С прошествием времени проект полюбился и отлично вам зашел. В итоге у нас вырисовался действительно крутой дизайн и пропорция. И это чудо, поскольку у нас не было и нет 3D-модели проекта. Мы делали все на глаз. Да, конечно, это неправильно, и следующий проект будут делаться по науке, но всегда надо с чего-то начинать. Так вот, в итоге мы получили интересный, успешный проект, который построен, мягко говоря, на неправильном доноре. Новый донор — это совсем другая история. Теперь мы имеем мощный заднеприводный авто с подходящей колесной базой, который останется скрестить с нашим кузовом. Как-то так. Мы тут подсобрали все. Мотор стоит, навеска, ремень, все стоит. Подрамник вернули на место, опоры мотора прикрутили. Все стоит. Я вчера уже даже вкинул кардан. Не без проблем, конечно, но... Ой, сейчас ложимся, чик. Вкинул кардан. Вот. Висит кардан. Сейчас задача поставить здесь алюминиевый тепловой кожух. Под ним идет выхлоп. Сашка поехал за маслом, и мы сейчас будем все собирать дальше. Вот, навешивать проводку, подключать все датчики, разъемы, все дальше устанавливать. Сегодня попробуем, наверное, даже провернуть ключ, крутануть мотор, завести, не завести. Я не знаю, я в это не верю, что мы его очень легко заведем. Мне кажется, будет куча ошибок, куча всяких приколюх, но попробовать хотя бы покрутить стартером, посмотреть проводку на целостность. Она же у нас была вся порванная. Это хочется сделать. Так, сейчас я ставлю термозащиту и выхлоп. Итак, двигатель стоит на месте. Перед тем, как делать пробный запуск, решили дособирать остальные элементы пазла. Следующим этапом подключаем всю проводку. Это тоже не самая простая задача. Какие-то провода просто перебиты, какие-то отсутствуют. Многие фишки перемолоты в щепки настолько, что их тяжело распознать для того, чтобы заменить. А если даже получается заказать замену, то случается следующее. Так, у нас такая задача. Фишка АБС, разваленная после ДТП. Абсолютно причем, ну то есть на части рассыпанная. Заказали такую фишку, только она оказалась не от E63, а от X3, по-моему. То есть нам сейчас надо наши пины перепиновать вот сюда. Есть вот такой набор всяких разновывателей. Приступим. В итоге полдня ушло на финальную сборку и подключение проводки, после чего вкинули воздушный фильтр, залили масло, перекрестились и начали готовиться к первому запуску. Подкинули масло чуть-чуть, накинули аккумик. Аккумик я кинул просто со своей машины, пока маленький. В багажнике тут бардак. У нас цель сейчас просто покрутить мотор. Заводиться сейчас нет цели. Цель покрутить мотор, чтобы пошло масло, чтобы пошло все. 8 литров идет в это произведение искусства. Так, давай, наверное, скинем фишки этих форсунок. Как они скидываются? Это что? Подсветка ног. Да, подсветка ног. О, первые признаки жизни. Йоу!
Первые признаки жизни. О, стопак загорелся. Свет, да? Ну, свет горит, ну. Первые признаки жизни у тачки. Может, тут свет загорит. И тут горит в бардачке свет. Ну все, бренд new, новая тачка. Починили. А они не фиксируются, то есть они... Ну, поворотники у меня не фиксируются, потому что никто их не Цветной. трогает, никогда не Вот я, кстати, показывал. вот. О, ключи У нас зажигания. тут специальный инструмент. Специально обученный ключ. Ну, похоже, что ничего. Зажигание не включается. То Ну, есть вообще вот ничего не зажигание, он не шевелится. реагирует, только свет у Ни нас коробка, ничего не реагирует, ничего не загорается. есть. Будем посмотреть. Все, сейчас, значит, смотрим предохранители и смотрим, наверное, вот здесь надо вот разобрать все под рулевой колонкой. Или предохранитель какой-то после аварии. который Силовой, стреляет. да, возможно, после аварии где-то в багажнике. Сейчас возьмем и будем проверять. В итоге мы прозвонили все предохранители, и, к сожалению, тут все в порядке. Придется искать дальше. Короче, ребята, мы ее условно победили. Вот так вот зажигание выключено. И вот так вот она сейчас подала первые признаки жизни. Да, у нас сейчас свечи стоят, форсунки отключены. А мотором не крутится. Почему-то зажигание включилось. Чек. Чек. Чек горит, все в порядке. Короче, суть была в том, что вбрел ключ разваленный. Приемник не видел антенну. Я поднес вот так вот максимально близко приемник к антенне, и все она увидела. Она вообще думает, что она упала. Только что была ошибка. Может быть, стартер надо проверить, но напрямую стартер работал. А, слышишь? Нажми тормоз. А, У нас логично, как бы автомат. О, признаки жизни! Так, хорошо, мы чуть-чуть крутанули, но на слабом аккумуляторе от моего Peugeot, поэтому там 45-ка аккумулятор. Пробег-то нормальный, 265 265. тысяч. Так она сейчас заведется, слышишь? Давай ее подключим. Подожди. Так она без форсунок. Мы форсунки выключили, чтобы покрутить мотор, масло прогнать. Так, мне надо прикрутить сюда этот приемник. У меня рука затекает его держать. Какие-то удары. Может, хорош? Пока, короче, вот такой этап. Сейчас, наверное, все перепроверим, закинем форс. А что у нас по топливу, кстати? Топливо пахнет, в баке плюхает. Вроде все у нас в порядке. Масло, не масло. Подключаем форсунки обратно. И сейчас будет попытка старта. Первый пробный пуск с подключенными форсунками. По здесь, если заводится, то сейчас должно завестись. Или нет? Нет, неудачно. Так подожди, надо ж посмотреть, что, куда. Искра есть? Откуда мы знаем? Мы не знаем, тут свечи не достанешь. Высоковольтных не достанешь просто так. Топливо есть. По крайней мере в рамке. Либо топливо. Топливо в рамке у нас есть, то есть у нас могут не открываться форсунки, не приходить на них импульс, либо не быть искры. И снова прозваниваем все, что можно прозвонить. На это ушло полдня, но в итоге получилось вычислить слабое звено. Поменяли датчик положения коленчатого вала. Посмотрим, что изменилось. Этот старый вообще никаких признаков жизни не давал. Будем надеяться, что в нем вся забава была. Саня подсобрал здесь руль, не руль, все это подсобрал. Так, а где наш ключ? А, вот. Универсальный ключ. Так, зажимаем тормоз. Так, это что-то как-то было страшновато, такой скрип, жесткий, но она завелась просто прям сразу. Ну вот проблема была, получается, в датчике колена. Он отдавал какой-то вместо сигнала какую-то глупость, поменяли датчик, и все. Скрип, наверное, у нас будет где-то по ремням. Будем это выяснять, искать, откуда скрип такой жесткий. Ну, главное, он пыхнул, завелся, все. Прогресс есть. Для того, чтобы исключить скрип во всех вращающихся деталях, которые связаны ремнем, решили просто скинуть ремень и крутануть мотор без него. Нет, это что-то другое. Это не эти шкивы. Какой-то прям, да, звук очень плохой. Может... Нет, ты по ощущениям, что скрип где-то сзади. А у меня вот как будто спереди. Ну что это может быть? А что так слабо она заводится? Долго? Ну, типа, тяжело аккумул, не мой аккум стоит. Угу.
Итак, мы в поисках причины этого скрежета. Я снял стартер, Сашка предположил, что это стартер. На стартере имеется какая-то выработка, там какие-то следы то ли стружки, то ли чего, то есть, скорее всего, предположение верно. Там, я не знаю, видно, не видно. Нет, там совсем не видно. Короче, маховик чуть-чуть блестит. Поэтому у нас есть стартер, который мы купили с машины. На нем отломано ухо, но в качестве эксперимента я сейчас подкидываю его. И если звук пропадает, мы этот стартер везем в ремонт. Его полностью пересобирают, и мы ставим полностью исправный стартер. Стартер мы поменяли. Момент истины, будет ли у нас тут такой же шум. Я опять забыл ключи от нее. Так, ключи. Так, руки достали. Ну все. Звук пропал. Как вы поняли, дело было в стартере. Он и издавал этот неприятный звук. По счастливому стечению обстоятельств, ремонт стартеров нашелся в 2 метрах от машины. И буквально за 20 минут Саня собрал рабочий вариант из 2 нерабочих. Собственно, для этого мы и брали кучу старых запчастей, которые остались после аварии. Изначально похожие на хлам. Так, сейчас условно будет происходить первый выезд. Попробуем. Собрали вроде бы все, тормоза, ГУР. Все собрали, попробуем хоть по гаражу метр проехать. Ну что, я думаю, что все равно что-то будет. Не то коробка, скорее всего, скажет, что она не хочет никуда ехать. А что это? А вот у нее было такое, когда мы ее только первый раз попытались заводить. Вот у нее была такая вот штука тоже. А потом она пропала. Ну пробуй. Он сервис теперь горит. Что-то она как-то очень плохо стала работать. На половине цилиндров. Ну а прогазуй чуть-чуть, прогазуется она. Я сожжу, чтобы не въехать. Ну газует, но... А она в ошибке какой-то лютой. Давай, наверное, не будем ее мучить. Будем снимать ошибки. Потому что она на половине котлов работает, такое ощущение. Пробуем очередной раз первые метры преодолеть. После всяких манипуляций мелких. Потом объясню, что было, если получится. Возможно, но неужели поедет хоть по гаражу метр своим ходом. Ну О! Поехала! Своим ходом. Первые метры. И заглохла. На пересдачу. Очень странно, что вот она как-то глохнет. Но это еще не приезжал человек с компьютером, не скидывал никакие ошибки, ничего. Она вот просто как поставили мотор. Так и есть. Поэтому, скорее всего, у нее есть какие-то ошибки, с которыми она не очень хочет работать. Ну, пробуй заднюю. Нет, а почему она на задней передаче едет вперед? Короче, будем разбираться, что с коробкой. Возможно, может, даже банальный трос неправильно снизу чуть-чуть закрепил. Хотя у него нету другого положения. Там нету другого положения. Короче, BMW как всегда. Так, итогом 2 дней работы стало собранная система охлаждения, собранная система гидроусилителя, собраны тормоза, все подключено, развоздушено, прокачано. Но за что бы мы ни брались, у нас все что-то рыгало. Взяли за охлаждение, вышел из строя насос подкачки антифриза, потекли пару патрубков по уплотнению, потек теплообменник. Коробку мы так и не победили. Коробка на всех передачах едет вперед. Драйв, нейтраль, паркинг, на всем она едет, грубо говоря, вперед. Очень ей хочется срочно, по всей видимости, куда-то ехать. Несмотря на наши планы, куча ошибок. Салон взорвали, очередной раз взорванный салон, был собранный красивый. Сейчас опять все взорвано. Ждем, сейчас должен через часик приехать электрик. Я надеюсь, что он нам поможет. Оставшиеся какие-то моменты. Лабаш едет уже прямо в пути, сегодня доставка. Приезжал электрик, мы это не снимали. Приговорили нам дроссель. Ошибка по дросселю, там какие-то шестерни внутри. Он не адаптируется и, плохо работает, трещит. Коробка в аварии, в ошибке. На ней, по всей видимости, нету питания, ничего нету. Датчик топлива вообще у нас не работает, температура масла у нас работает. Мы переживали за температуру мотора, сказали, температура мотора все в норме работает, температура масла отзывается, работает. Короче, мотор видит датчики температуры, и что, мы его не перегреем, он упадет в аварию, в ошибку, не даст нам, грубо говоря, сам себя перегреть. После того, как мы получили точный список от диагноста, осталось всего-навсего устранить все пункты. Этим и занимаемся. Так, откручиваем опору коробки, там у нас наша цель питания. Короче, проверяем питание, приходит ли на коробку вообще, потому что компьютер ее не видит абсолютно. Пришлось снять выхлоп с коллекторов,
обратную лапу. Вот цель. Штекер. Сейчас проверяем на нем питание, управление. Ну, хоть что-нибудь ищем, проверяем, разбираемся. И в коробке ответную часть надо проверить. У меня тут стенд молодого электрика. Распиновка разъема, мультиметр, разъем. Сейчас будем смотреть, что тут есть, нету питания. Какие вообще симптомы. И вроде бы победили мы коробку. Итого, что у нас было? Коробка была в аварии, в ошибке. Блок управления вообще не видел коробку, ее, то, что она вообще есть. Суть была в чем? Суть была в том, что, как оказалось, вот в этом разъеме отсутствовала масса. Провод массы, ну, он как бы есть, но на нем массы нет. И то есть внутри коробки, на клапанах, на всем этом массы не было. Приколхозили вот такой вот провод. Сейчас повесим его на массу, это будет наша масса. Ну, колхозное решение, но как бы искать под капотом массу, это убить вагон времени, ну, не особо хочется. Второй косяк заключался в том, что вот эта крепежка была сильно отогнута назад. И из-за этого у нас эта тяга неправильно была выставлена. Мы не могли попасть ни в какую передачу, поэтому у нас все, грубо говоря, ехало вперед. Коробка, с учетом того, что коробка вообще не понимала, где она находится и что от нее хотят. Клапан не был включен, потому что массы не было. Да, при этом она все равно просто ехала вперед на любой передаче, будь то нейтраль, паркинг, назад, любая передача ехала вперед. Вот эту, когда выпрямили тягу, синхронизировали с селектором в салоне. Саня сидел в салоне, смотрел, что у нас на приборке включается, вперед, нейтраль, назад. А я щелкал здесь, и мы сопоставили селектор с флажком, выпрямили этот кронштейн, все соединили, все теперь стало переключаться, работать. Машина понимает, что у нее стоит коробка, в каком она положении и как она включает передачи. Сейчас обратно я сейчас собираю, вешаю коробку на место, опора коробки, выхлоп, подушки, поднимаем, все ставим. Все, в 5 часов она должна ехать. Я думаю, что сегодня она должна поехать своим ходом по гаражу вперед-назад. Потому что до этого она ехала только вперед, и то не очень уверенно. В итоге мы пробежались по всем пунктам, разобрались с коробкой, заменили дроссель и снова можно делать пробный запуск. Первые метры после исправления всех косяков. Переднее колесо это блочится, а ее все волочет. А задние прокручиваются, крутятся колеса задние, бурнабурнаются на месте. А что это за прикол? А ручник включен? Что-то непонятно как-то происходит. Сразу вблочатся колеса. А она пытается ехать все равно. Приезжал к нам электрик. Как помните, приговорили тогда дроссель. Были приколы по коробке. Она там что-то тормозила, не тормозила. Мы не понимали, в чем была причина. Ну, были догадки, что дело, скорее всего, в дросселе. То, что мы даем нагрузку на коробку. А она пытается дросселем регулировать, чтобы мотор не заглох. И поэтому сама газует и сама едет. Так оно и получилось. У нас на дросселе не было массы. Короче, на дроссель не приходило полноценное питание. Начали разбираться с электриком, в чем дело. Посмотрели все провода, начали прозванивать фишки и пришли к тому, что просто при сборке мы не увидели в коробке, вот здесь вот, где большая коробка с блоками и совсем, мы не увидели один разъем, и мы не одели одну фишку. Она там такая маленькая снизу, и на ней масса. И это была масса дросселя. Просто одели эту фишку, и все. Вся машина просто сразу же жила. На моторе ни одной ошибки, в коробке ни одной ошибки. И получилось, что машина ведет себя теперь мега адекватно, коробка переключается как надо, дроссель работает как надо, все работает как надо. Все, у машины холостой. Она работает ровно, у нее ошибки только по АБСу. А так машина работает. Вот, все ровно на газ отзывается, звучит великолепно. Все котлы, все на месте, все работает. Вид у нашего капота такой, как будто его пожевали бобры, выплюнули, так как он им не понравился. Новый капот мы решили не покупать, так как он нам в принципе не нужен. Капот нам нужен только для того, чтобы поставить машину на учет, и все. Поэтому решили мы попробовать восстановить, отшептать этот капот. Для того, чтобы было проще это осуществить, разделил капот на его
компоненты, расшил, то есть на усилитель и накладку. И теперь будем это все отляпывать. Да, конечно, это очень сомнительный ремонт. В итоге такой капот сложно назвать капотом. По сути, он годится только на металлолом, куда и отправится после того, как мы поставим машину на учет. А вот для постановки на учет такого ремонта вполне достаточно. Соединили мы капот, поженили накладку и усилитель. Методы у нас ремонта максимально радикальные. Это края на саморезы. Ну и эту завальцовку мы заклепали. Заклепали мы деревянным молотком, чтобы не расклепывать алюминий. Теперь нам необходимо еще склеить на герметик усилитель с накладкой, чтобы они не гуляли, чтобы не было этих хлопунов так называемых. И переворачиваем капот и шпаклюем. Здесь у нас погрызли бобры. Тут заклеим стекломатом. Капот наш алюминиевый, недостающие куски мы доварим при помощи стекломата и полиэфирной смолы по известной всем технологии. В итоге пару дней ушло на рихтовку и шпатлевку. Конечно, проще было бы купить новый капот, но учитывая тот факт, что он сделан из алюминия, цены на них весьма кусаются. А вот крылья и бампер сделаны из пластика. Это более доступные позиции. Мы купили их с повреждениями, также слегка подшаманили, и теперь осталось лишь облить это краской. Но сперва меняем лобовое стекло. Итогом сегодняшнего дня, пока сейчас 6 вечера, встала. Собранный салон, полностью Саня собрал весь салон. Саня починил мультимедию. Вот эта вот штука у нас совсем не работала. Все починил, все щелкается. Ошибок нету, мотор заводится, все здорово с мотором. Дособрана полностью система охлаждения. Заменили вот этот вот вспомогательный насос антифриза. Установили вентилятор охлаждения радиатора. Приезжали ребята, вставили стекло новое лобовое. Сейчас доготавливаем уже, как получается, просто по факту. Крылья, бампер, капот. Просто уже на спешке, как получается, доготавливаем. Такие вот не стали заморачиваться. Вырезали из оргстекла, наверное, оргстекло. Туманки, заглушки вместо туманок. И вот такие решетки. Сюда, ноздри. Потому что, ну, типа, купить их не так просто, и стоят они прям уверенно стоят. А нам они на один раз как будто бы и вовсе не нужны. А, я еще колесо сейчас покрашу с баллона. Подготовлю, пшикну с баллона колесо. Ну, вот так происходит комплексная реставрация дисков. Это шутка, если что. Так, времени 19:52. Мы имеем подсобранную с большего мордаху. Зазоры мы тут как бы пальчиком придержал, тут поджал, тут приподнял, шайбочку подложил. Красим. Итак, на часах у нас все еще 22:16. Тем уже поздно. И рейтинговая реставрация наша завершена. Ну, покраска, по крайней мере. Бампер, решеточка. Смотрите, решеточка. Классная решеточка. Решеточку вам расскажу, где взять такую решеточку. Это ящики из-под фруктов, которые мы с помойки взяли. Вот такой вот ящичек. Лючок. Крыло, капот. Все, тачка ждет завтра, пока мы придем и ее соберем. Сегодня мы уже не будем ничего собирать. На сегодня все. На следующий день, когда краска с большего высохла, переходим к самому интересному – финальная сборка. Главная задача на сегодняшний день – поставить машину на учет, для того, чтобы получить документы и номера и приступить к дальнейшим работам. А уже потом, когда BMW превратится в Волгати, мы займемся легализацией этого творения. Но это уже совсем другая история. Наша сборка уже прям почти закончена. Последние штрихи уже салон я чуть-чуть даже попылесосил. Саня там подвязывает последние моменты, провода. Салон собрали, даже попылесосил. Сейчас выгоним на улицу, помоем ее. Все, и будет новая машина.
В финале мы выкатили машину на улицу, по-быстрому умыли и отправились в ГАИ. В общем, получили мы только что одобрение от Гаевого, буквально прошла минута, мы отъехали припарковаться, и вот такая история. Где-то потекло. Самую малость. А, бачок лопнул. Бля, не так- автостронг, это Нет, что-то так слушай, другое. бачок лопнул, а давление там не должно быть в нем. Получается, да. Значит, он просто Значит, был пробка слишком нужно герметичный, да. На 5 минут оставил пацанов, бля, одних, выпустил из гаража, бля. О, малых и сразу. Корабль дал трещину. Сейчас меняем бачок. Наверное, едем к электрику, чтобы он нам проверил вентиляторы. Но я все же склоняюсь к тому, что у нас мертва вот эта вот пробка, что она просто не спустила. Хотя вентилятор должен был охладиться-то все. Короче, не ясно. Сейчас что-то будем предпринимать, возвращаемся на базу, там уже принимаем решение. Тачка, ну, что-то становится, поэтому дальше уже можем гораздо спокойнее это все производить, любые работы. В итоге, спустя 4 месяца после того, как мы притянули этого мертвеца в мастерскую, имеем вот такой результат. Думаю, у многих возникнет вопрос, стоило ли оно того в итоге и во сколько обошлась вся эта история. Уже по доброй традиции, после выхода каждого ролика на ютубе, мы публикуем пост в нашем телеграм-канале, в котором рассказываем суммы, свое мнение и внутреннюю кухню, которая, как правило, остается за кадром. Такой пост уже опубликован в нашем телеграм-канале, ссылка есть в описании. А вам спасибо за просмотр и добра, топора.